Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. ЕС хочет ужесточить требования к импортерам газа, стремясь вытеснить СПГ из России с рынка Европы. Рейтерс пишет, что импортеры должны будут предоставить национальным властям документальные доказательства того, что поставляемое топливо не является российским. Александр, пожалуйста, а расскажите, как они это собираются провернуть, какого рода документы из разряда «мамой клянусь» их удовлетворят, и, собственно, не боится ли Европа остаться вообще без газа? Да нет, Европа вообще без газа не боится остаться, Европа без газа прям хочет остаться. Я даже не шучу, я немножко утрирую, но не шучу. Дело в том, что с 2050 года потребление природного газа в Европе должно полностью уйти из энергетической сферы и остаться только в промышленном потреблении. Это означает, что природный газ может после 50 года использоваться в качестве сырья, но не может использоваться в качестве энергоносителя. Это часть так называемой зеленой сделки, которая была в году в 19 принята, но, по сути, ее основы закладывались еще теми энергетическими реформами, которые начинались в 2009 году, разрабатывались в 2007 году, а их основы закладывались, в общем, там целая долгая история формирования вот этих вот реформ, которые привели Европу в день сегодняшний и сформировало желание у европейского руководства добиться того, чтобы ископаемое топливо полностью ушло из европейского энергобаланса к 2050 году. То есть, еще раз, можно ли использовать будет природный газ? Можно, но только как сырье. Там произвести какое-нибудь удобрение, произвести какой-нибудь там метанол, ну вот формальдегид или что-нибудь еще. Использовать в качестве энергоносителя, все, баста, ни в коем случае, нельзя. И в этом смысле Европа не боится остаться без природного газа, она прям стремится к этому. Более того, с 30-х годов, по идее, по существующим представлениям о прекрасном, Европа должна начать переключаться постепенно с ископаемого природного газа на возобновляемые газы, на климатически нейтральные газы, климатически устойчивые газы. Можете назвать это как угодно, это будет примерно одно и то же. А в данном случае речь идет о том, что Европа собирается переключаться в первую очередь на водород, во вторую очередь, ну, в качестве на природный газ, но полученный из биогаза. Ну, а биогаз это продукт естественного гниения, различного рода отходов, которые вы можете просто собрать, к примеру, можете собрать на на мусорках, потом добавить туда метан, получить биометан. И вот сейчас люди, которые представляют... да, прошу прощения. Чтобы добавить безумие к происходящему, я добавлю, что биогаз — это э, газ, полученный вот таким вот образом, улавливанием, в котором содержание метана примерно 65%, а биометан — это, собственно говоря, биогаз, обогащенный метаном, до там 99, 95 по некоторым нормам, до там 99%. Сейчас все, кто представляет себе, как это обогащение можно провернуть, чтобы такую долю довести, схватились, наверное, за сердце. Ну или написали в комментарии, да, что это за безумие. Ну вот так живут ребята, что я могу поделать. Вот такие вот у них представления о прекрасном. Но так как они тоже в целом понимают, сколько нужно природного газа, чтобы так обогатить биогаз, и его же надо откуда-то взять, этот природный газ, и, возможно, он будет даже, о ужас, ископаемым, вот, то в основном все эти рассказы ведутся в адрес, все эти рассказы об избавлении от ископаемого топлива сходятся на том, что нужен водород. Нужно для производства электрической энергии, скажем, использовать не природный газ, а водород. Поэтому давайте конкретно сейчас начинаем постепенно переводить наши электростанции на водород, строить новые газовые электростанции. Планируется строить новые газовые электростанции в той же Германии, но они должны быть H2 ready, то есть водородоготовыми. И вот они должны будут потом переключаться на энергетический водород. Энергетический — это не какой-то особый водород, это просто водород, используемый в энергетике. Вот. Вот так они себе это все представляют на данный момент. Что у них в реальности есть? У них в реальности есть частичное восстановление спроса на газ. У них есть
желание избавиться от российского газа. Притом у них это очень разные. Они, вот эти у них, это они очень-очень разные. Поясню. Когда мы говорим Европа хочет избавиться от российского газа, избавиться от газа в целом, переключиться на водород, то мы упираемся в то, что это Европа, это отдельные финансово-промышленные круги и руководство Европейского Союза. Возможно, первые со вторыми как-то знакомы. Возможно, первые со вторыми находятся в каком-то тесном взаимодействии. У меня доказательств нет, я просто предполагаю. Далее. А вот есть другие они, у которых восстанавливается потребление природного газа. И вот эти они, это тоже как бы часть Европы. Глядя на них, мы тоже можем говорить, Европа увеличивает спрос на газ. Но это другая Европа. Это другие люди, это другие компании, это другие интересы, стоящие за этими компаниями. И вот у них никакого желания избавляться от российского газа нет. У них есть вообще масса вполне обоснованных опасений, что как только они начнут избавляться от российского газа, так тут же цены еще поднимутся. Притом поднимутся для них, как для потребителей, пусть оптовых, но потребителей газа. Есть еще население, но население вообще никто не спрашивает. Населению рассказывают о том, что, ребята, вы стремитесь в светлое зеленое будущее. Такое светло-зеленое будущее, вот, с легким голубоватеньким оттенком, в том смысле, что мы будем серый водород превращать в голубой, на первом этапе его будем внедрять, а потом зеленый водород, как начнем использовать вместо природного газа. Тут-то и заживем. Ну и что люди скажут? Бред какой-то? Нет, значительная их часть, ну потому что это вообще не сфера их интересов, говорят, там умные люди сидят, они разберутся. Ну, дорогие друзья, если вдруг вы из числа такого населения Евросоюза смотрите этот ролик, это не умные люди, они не разберутся, они предлагают какую-то чушь. Ну, это вот мое мнение по этому вопросу, если что, я могу его обосновать. Но тема этого ролика немножко другая, вернемся к ней. Знаете, обожаю такого рода новости, что, мол, оказывается, в Европе начнут спрашивать какие-то сертификаты происхождения этого самого газа. Это новость, правда? Просто эта новость известна с 6 мая 2025 года. 6 мая 2025 года, и на этом канале выходили ролики на эту тему. Была принята дорожная карта по отказу от российских энергоносителей в Европейском Союзе с 27 года. В рамках этой дорожной карты прямо проговаривалось, что, мол, мы будем следить за происхождением газа, чтобы, не дай бог, ни одна молекула российского газа не зашла на нашу территорию. Поэтому нужно будет как-то так построить систему, в рамках которой все начнут друг за другом следить, проверять, откуда этот газ взялся, как вы его доставили сюда, кто его произвел, потому что может ведь так получиться, что вы окажетесь очень коварным. Вы купите российский газ, который купила какая-нибудь турецкая компания, вы купите его у турецкой компании, а турецкая компания должна вам будет показать, ее это газ, российский это газ или еще какой-нибудь газ. И вот с этим документом вы должны будете прийти и показать, да-да, вот, это не российский газ, это газ не российского происхождения. То есть это должен быть не только купленный, скажем, в Турции газ, условно говоря, в Турции газ, но и добыт этот газ должен быть не в России. То есть даже если покупается российский газ через вторые, третьи руки, нет, так нельзя. Должна быть соответствующая бумажка, которая подтверждает место добычи этого газа. Можно такую бумажку требовать? Да, такую бумажку можно требовать. Почему нет? Ну, то есть, да, у кого-то добавится работа, у кого-то добавится головной боли, скажем мягко. Но это проблема этих людей, в конце концов. То есть, можете вы это требовать? Да, можете. Знали ли мы в мае еще, что это будут требовать? Да, знали. Я вам страшное скажу. К концу текущего года страны Европейского Союза должны подготовить национальные планы по отказу от российского газа. Ждите, к концу текущего года появятся новости о том, что Германия приняла план отказа от российского газа, там Италия приняла. Ну, то есть начнутся новости формата «такая-то страна приняла план по отказу от российского газа». Ну, потому что, ну как же? Мы же не знали об этом заранее. Тут новостью будет, дорогие друзья. Ну, новость — это не собака укусила человека, это не новость. Вот человек укусил собаку — это новость. Так вот, в этом ключе новостью было бы и будет, если какая-нибудь европейская страна скажет, а мы не будем такой план готовить. Это вообще не соответствует, ну и дальше перечисление каких-нибудь документов, которым такое решение Еврокомиссии не соответствует.
Допустим, это решение не соответствует каким-то положениям, которые защищают экономическую и энергетическую безопасность стран-членов Европейского Союза. Ну, то есть вот в эту сторону можно было бы покопать. Там есть ряд таких фундаментальных документов, на которые можно было бы опереться, но вопрос, будут ли пытаться опереться, потому что это же дальше суды, это дальше какой-то вот волокита, и в конце концов вас, скорее всего, через колено сломают. И вы будете вынуждены представить план отказа от российского газа, если только что-то очень-очень-очень сильно не изменится в политике Европейского Союза. А пока предпосылок нет. Никаких, абсолютно. А так как нет никаких предпосылок, ну и предполагать, что какая-то из стран, понимая всю безрезультативность подобного рода трепыханий, скажет, нет, мы не будем, ну потому что все понимают, потому что в итоге будут. Что вот какая-нибудь такая страна появится, ну не приходится. К огромному сожалению. И здесь мы, в общем-то, упираемся в следующие обстоятельства. В текущих условиях Европейский Союз имеет тенденцию к росту спроса на газ вообще. Это связано с частичным восстановлением спроса, в том числе в промышленном сегменте. Не во всех странах, не везде, но местами такое наблюдается. Население чуть больше стало потреблять. Иногда увеличивает потребление электростанции. Ну, газовые электростанции вдруг начинают производить больше электрической энергии, для этого им надо больше газа. Вот. Будет ли это тенденцией, то есть продолжится ли восстановление спроса в 2026 году, или в 2025 году все и закончится, и дальше продолжится сокращение спроса, мы сейчас не знаем, потому что это вопрос, который связан не только с какими-то хотелками европейского руководства, с хотелками компаний, которые работают на территории Евросоюза, и даже не с количеством этих компаний это связано. Это связано с экономической ситуацией в Европейском Союзе вообще и в каждой отдельной взятой стране в частности. То есть какова будет ситуация в экономике Европейского Союза, зависит от массы, опять же, факторов. Например, это будет зависеть от того, насколько холодной будет следующая зима, от того, насколько высоки будут цены на природный газ, насколько высоки будут цены на нефть, на нефтепродукты. Можем ли мы это сейчас спрогнозировать? Ну, чисто теоретически спрогнозировать можем, но можем ли мы быть уверены, что наш прогноз точный? Нет, не можем, к сожалению. Поэтому я бы предположил, что в 2026 году потребление газа продолжит восстанавливаться. Вот исходя из тех показателей, которые сейчас наблюдаются. Но эти показатели зиждются на таком зыбком основании, которое может быть сметено любым экономическим таким вот, знаете, цунами, даже не цунами, легким приливом. Прилив, хопа, и все, у вас фундамента нету. И все ваше это здание образующее это вот восстановление природного спроса на природный газ начинает сыпаться. Сложный образ попытался я тут изобразить, но что поделать. Вот. Если потребление газа все-таки будет увеличиваться, то давление со стороны потребителей природного газа на руководство будет нарастать. Потому что гарантий достаточного предложения в мире не будет. Да, с 2026 года увеличивается потенциал поставок сжиженного природного газа, потому что вводятся в эксплуатацию новые производства СПГ. Однако, есть ли гарантия у Европы, что этот СПГ пойдет к ней? Нету. Несмотря на все рассказы уважаемых лидеров общественного мнения о том, что Штаты захватывают европейский газовый рынок, у Европы в ходе этого невероятного захвата нет никаких гарантий, что газ из Штатов пойдет в Европу, а не в Азию. Потому что главный рынок на планете Земля не Европа, Азия главный рынок. И поставляют газ европейские и азиатские компании. Американский газ поставляют европейские и азиатские компании. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.